Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. Если вы нуждаетесь в искреннем, честном слове поддержки, вы попали на нужный канал. Тема сегодняшнего расклада. Петля затянулась. Кто попал в собственный капкан, пытаясь перекрыть тебе дороги? Говорят, не рой другому яму, сам в нее попадешь. Сегодня мы с вами будем смотреть на того, кто не просто вырыл для вас яму, а построил целый лабиринт ловушек. Ну вот в чем ирония. Пока этот человек ждал вашего падения, он не заметил, как петля затянулась на его собственных планах. Прямо сейчас тот, кто пытался перекрыть вам дороги, сам оказался в тупике. Его ресурсы тают, его интриги вскрываются, а его капканы бьют по нему самому. Кто этот неудачный охотник? И какой ценой он заплатит за попытку остановить ваш рост? Итак, посмотрим, как торжествует справедливость, да? Для начала делаю вашу сигнификацию, девочки. Если резонирует, вы себя узнаете. Смотрим расклад до конца. Один вариант. Какая девочка пришла на расклад? Ух ты, ё-моё, вампир. Да вы у меня вампир. Сейчас будем уточнять. Ух ты, вот такие карты. О чем это? Какая вы? Какая вы? Так, какая-то солянка. И счастье, и гармония, эволюция, страсть, темперамент. Тут же токсично, тут же принцесса, тут же вампир. Так, для чистоты эксперимента. Вампир. Вампир, это вы? Вы у меня как вампир проходите. Ха-ха. Тут страсть, Эрос, тут страсть, Эрос. Тут, скорее всего, вы попались в какие-то любовные сети в свое время. Скорее всего, это также уже было в прошлом. Можно прочесть. Может, созависимые отношения, может, какому-то арбузеру-абьюзеру, да, встретились. При этом я могу сказать, карта Эрос и вампир, ну, девочки, кто-то был для вас настолько привлекателен, сексуален в том числе, да, какая-то манкость такая в этом мужчине была, ну, по-другому я тут не могу прочесть. Кто-то из вас был готов закрывать глаза на какие-то такие нюансы. Любому другому мужчине вы бы это не прощали и точно на это не закрывали бы глазки. А вот именно этому товарищу позволяли многое. И он тут пользовался этим. Вампир – потребитель, другими словами. Человек, который привык больше брать, чем давать. А точнее, почти все берет и считает, априори ему все должны, обязаны, он такой красавчик. Может быть, по праву рождения, уж не знаю, там, может, его так воспитали, да, все самое лучшее, все самые лучшие кусочки со стола отдавали, и он привык. Может, у него выбор из женщин, знаете, он привык так пальчиками клацнет, и все вокруг там восхищенными взглядом его провожают или в рот заглядывают. У каждого свое. Так, давайте посмотрим, о чем это. Ну, скорее всего, я поняла. Тут страсть была. Так, и карта ядовита, токсична. Тут, смотрите, яд, темперамент, страсть. Как будто бы где-то вот эта вот страсть, я не говорю, это любовь, это скорее страсть вас накрывала. Повторюсь, эти какие-то, может быть, созависимые отношения, где у вас как свет клином сошелся на этом мужчине, а мозгами, может, и понимали. Это все неправильно, это токсично, он как-то ведет себя, вот, ну, не хотелось бы вам, чтобы этот мужчина так себя вел. Может быть, какие-то истории из прошлого всплывают о нем, тоже вам звоночки такие, да, у кого-то это прямо это, в колокола, прям набат целый, это все били. Дело тут в том, что как будто бы вы стали даже, если можно так сказать, да,
жертвой собственной где-то страсти. Вот так. У кого-то прям так. Так, токсичная, это о чем? Ну вот смотрите, токсичная, спрашиваю, о чем это? Это о том, что вы мечтали идти вверх по лестнице с этим мужчиной, может быть, создавать прекрасные взаимоотношения, может быть, надеялись на еще какие-то перспективы в дальнейшем. Ну, на самое прекрасное, на что мы надеемся при встрече с мужчиной, который нам интересен. Да хорошее. А получили вместо ожидаемого, получили болезненное состояние какое-то. Тут вообще на картинке, если вы видите, женщина со спины, да, показана, карта болезнь. И вдоль позвоночника, как разлом, женщина теряет опору на саму себя. Если это можно прочесть, тут карта вампир и тут карта токсично, вполне возможно, мужчина изначально мог там какие-то вам комплименты говорить, дифирамбы петь, да, и в принципе создавать у вас ощущение, я не буду говорить иллюзию, наверное, на тот момент действительно так было, ощущение того, что вы та самая единственная, вы такой себя, ну я повторюсь, как ощущали, а потом мог вот токсичненько начать проявляться и подбить ту самую вашу самооценку, размазать катком полностью, да. Вот тут опора на саму себя, где-то, может, сами себе говорили, бог ты мой, ничего хорошего с этого не выходит, зачем мне это все, и при этом тяга сохранялась, при этом интересен партнер, тут как какое-то у кого-то самобичевание, самоистязание прям какое-то. Ну и в любом случае это закончилось болезненным опытом, как бы там ни было. А у кого-то действительно и болезни, у кого-то и депрессия могла быть. Болезни какие, сами понимаете, гормональные эти всплески, женские болезни, что хочешь могло быть у кого-то. Могли долго потом собирать себя по кусочкам после этой так называемой страсти, да. Ну, что так называемая, на самом деле страсть. Вас показано, вас показывают в карте принцесса, это очень высокая оценка вас. Это сродни карте императрицы, да, наилучшее качество 4 королев. И с интеллектом все в порядке, и яркая, харизматичная, опять-таки, и заработать можете. Все у вас на месте, все у вас прекрасно. При этом сама по себе карта гармония. Нормальная, самодостаточная женщина, да, гармоничная. Особых каких-то перекосов не было. Вот если бы не встреча тут с товарищем с этим, может быть, еще тут через карты вам пытаются сказать, вот какой-то типаж людей таких, вы для них лакомый кусочек. Потребители. Ну, понятно, от такой женщины есть что взять, во всех смыслах есть что взять. Ну, повторюсь, сами по себе вот такая вот гармоничная, это из тех женщин, которые я вас не трогаю, вы меня не трогаете, да, идите своей дорогой. Я сама там обустрою свой мир, и он будет действительно вот гармоничный. Все у меня прекрасно, все у меня цветет и пахнет. Тут у меня, у вас, и у меня тоже, да. Карта эволюции, счастья. Такие карты ложатся. С одной стороны, можно сказать, что вы тут, может быть, встречу с каким-то там мужчиной восприняли как шансы, опять-таки, во всех смыслах улучшить свою жизнь, в принципе, может быть, как та самая любовь, которую я ждала всю свою жизнь там. И этого мужчину воспринимали как счастье. Но я хочу это более глобально прочесть, как характеристику на вас, не привязываясь именно к этому мужчине. Вас показывают женщины по карте эволюция. Женщина, которая не останавливается в собственном развитии. Эволюция — это там рост, развитие, поиск там нового пути, новой какой-то сферы. Опять-таки, раскрытие потенциала, новые какие-то хобби, вас многое интересует в этой жизни, нет этой какой-то заскорузлости. Опять-таки, тут и женщина как цветочек, и тут лицо женщины расцветает как цветок, то есть ухоженная. Стремитесь следить за собой во всех смыслах, да, понимаете, что для женщины внешность имеет огромное значение. Прекрасно отдаете отчет то, что вы там привлекательно, но для того, чтобы эту привлекательность сохранять, нужно вкладывать и усилия, прикладывать, да, и средства. Тут женщина очень не глупая, практичная.
И карта счастья. Сама по себе счастье женщина. Женщина, которая может радоваться мелочам, всему. Вот найдете в любом каком-то даже негативном моменте, найдете позитив. Это замечательная характеристика на вас. Ну, так, как-то быстренько пробежались. Вот такая сигнификация ваша. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, бумеранг в пути. Ловушка захлопнулась не на той стороне, да? Смотрим, кто попал в собственный капкан, пытаясь перекрыть тебе дороги. Так, расклад у нас. Первое у нас идет обратный удар, называется, да? Это расклад. Первое идет твоя открытая дорога. То, что пытался этот человек, да, или группа лиц, да, что он пытался вам заблокировать. У кого-то это работа, у кого-то финансы. Ну, хотелось бы ему заблокировать, да, у кого-то это может быть, ну, не знаю, репутация. У каждого свое, да, может в любовной сфере что-то человек хотел. Так, что пытался заблокировать человек? Второе у нас идет, что конструкция ловушки, да, что именно человек замышлял против тебя. Что он против вас замышлял? Лицо охотника. Кто этот человек? Или группа лиц, да? И так, смотрим, где затянулась петля, в какой сфере у этого человека или у группы лиц сейчас, где у них сейчас начался крах, в чем. И последнее, твоя новая скорость. Узнаем, как быстро рванешь теперь вперед, когда помеха устранена. Может, нам подсказка какая-то будет. Обнадеживающая, да, информация какая-то. Ну, так, быстренько еще доложу. Так. Так. Твоя открытая дорога. Что пытались заблокировать, да? Что пытались вам заблокировать? Что именно человек замышлял против вас? Лицо охотника. Кто этот человек или группа лиц? Так, дальше. Смотрим, где затянулась петля, в какой сфере у этого человека начался крах. И ваша новая скорость, да? Как быстро рванете вперед, когда помехи устранены. Информация любая. Так. Смотрим, начинаем, девочки. Вот. Сейчас начнем. Начинаем. Так, обратный удар называется. Так, твоя открытая дорога. Что этот человек пытался заблокировать? Ух ты! Как интересно. Первое, это ваша, в принципе, яркость, ваше умение радоваться жизни, ваш позитив, карта муза, ваше влияние какое-то на мужчин в том числе. Вот кто-то тут явно позавидовал вашей харизме, яркости, вот какой-то легкости. Вот, может быть, так, карта мораль. Сейчас, девочки. Так, что пытались заблокировать? Ох ты, боже мой, тут такие карты, смотрите, тут карта привязка, тут карта проклятия, тут любовный какой-то треугольник, карта дельфина, это все новое, я это буду считывать. Ну, скажем так, я еще не увидела, не посмотрела, кто этот вот человек, да, наверное, нужно посмотреть сейчас будет, кто этот человек или группа людей. Потому что, наверное, нужно посмотреть сейчас. Но уже я вижу, тут идет женская зависть какая-то, тут
желание, опять-таки, дабы мужчины, может быть, в вашу сторону какой-то, может, конкретный мужчина не в вашу сторону смотрел, а карта привязка, желание вот привязать его, чтобы он смотрел в сторону другой женщины. Ой, опять-таки, все новое прекрасное по карте дельфин. Любые ваши начинания, карта проклятия, желание, чтобы у вас тут оно, тут всего касается. Ну, в том числе вашего роста, развития, чего-то яркого, нового, прекрасного, всех проектов ваших новых. Вот тут вот вам как будто бы хотели перекрыть дорогу. Ну и тут у кого-то действительно тут магические карты. Тут я уже заикаюсь, заговариваюсь. Могло быть. Вот тут магическое вмешательство могло быть действительно. И тут еще вот такой нюанс, по поводу чего перекрывали дороги. Карта мораль ваша. И тут рядом карта любовный треугольник, туда еще женщина какая-то. Тут 100% про вас могли рассказывать какие-то гадости, дабы вас очернить. Именно ваши моральные качества подвергнуть сомнению, да, типа не такая уже она белая пушистая, или она совсем не та, за кого мы ее принимаем, или совсем не та, которая она хотелось бы там вам казаться. Все из этой серии. Тут женщина. Женщина, вполне возможно, даже какому-то мужчине про вас вот это все рассказывает, какие-то тут гадости. Так, ладно, вот основное мы увидели. Но тут массово, я имею в виду, хотелось бы с одной стороны очернить вас в глазах какого-то мужчины, с другой стороны прям проклятие и желание, дабы у вас тут ничего там не случилось и в лучшую сторону не менялось. Так, девочки, дальше. Ага, конструкцию ловушки посмотрим в сторону от пока. Посмотрим лицо охотника. Кто этот человек или группа людей? Кто это? Ага. Токсичная. Тупик. Ой. Сейчас уточню. Непонятно. Так, это мужчина, женщина. Ой, это мужчина, женщина. Кто это? Победитель. А я вам хочу сказать, тут прям не один человек. Это как будто бы группа лиц. Вполне возможно, это тут как семья идет. Ну, вряд ли это какая-то одна семья, да? Это люди, может быть, в коллективе, да, как коллектив какой-то. И вот не обязательно там костяк этого коллектива, но какая-то группа лиц тут, скорее всего. При этом эти люди как будто бы давно за вами наблюдают, и они тут как постоянно подглядывают, узнают по поводу вас. Может быть, одно и то же какие-то как сплетни собирают. И уже мне показано по этой карте длительное время. Знаете, как будто бы вот тут плетут, наверное, интриги какие-то, заговоры, не обязательно в отношении вас. Вообще вот тут так вот. Тут четверка кубков, она такая своеобразная. Это наша мастерская студия, наша колода авторская. Тут смотрите, как будто предлагает рука остается в тени, да, человек, фигура человека. То есть его не видно, он скрыт в тени, а его рука предлагает такое, как золотое яблочко, да, как искушение. И тут она такой, как будто бы, и тут какой-то эльф, не эльф, но, в общем, девушка сидит с этим кубком. Смысл этого всего. К вам могли уже не один раз эти люди типа набиваться
ну, друзья, знаете, вот какие-то пытаться рекомендации давать, узнавать о вас, даже напрямую могли там интересоваться вашим, там, вашими какими-то делами, планами. Вот тут даже какой-то типа а-ля помощь могли предлагать. Вот это яблочко, да, отравленное. Но вы его не берете. Вы как будто бы прекрасно отдаете отчет, что с этими людьми лучше вообще не пересекаться и уж точно никакой помощи от них не брать. Это чревато будет, да, слишком дорогая будет эта помощь. Вот тут как-то так, как будто бы вы прекрасно знаете, вот эти, вот, допустим, какая-то группа лиц есть, да, может быть, там место работы ваше, или, ну, тут я даже не могу сказать, что это там какой-то, тут как семья, это может быть в прошлом вы с этими общались, или обучались с этими, тут какие-то, давайте так, это больше женщины или мужчины? Тут люди, связанные вместе. У кого-то это реально ну, коллектив какой-то. У них какие-то ограничения. Но они привыкли, сообща, вот, как будто бы сообща они как чувствуют себя победителями. Вот чуть ли не, знаете, люди привыкли, может быть, даже используя друг друга, но при этом у них какая-то, может быть, даже как безнаказанность какая-то. Вот они привыкли вот так вот, вот как круговая порука где-то даже. Вот что-то тут такое. Ладно. То есть это группа людей уже мы увидели. Так, опять-таки. Так, о чем это? Люди хотят для себя. Тут как будто бы счастье, понятно, это все такого хотят. Но тут так чудно, они о себе такого мнения, как будто бы мы ничего плохого и не делаем, и не хотим. Тут вплоть до того, что люди грешат, да, ну, без пафоса, какие-то гадости творят. И постоянно как замышляют. Тут карта беременности и карта токсичность. То есть в процессе, постоянно. Это для них норма так себя вести, проявлять. Потом они могут наталкиваться, тут карта тупик, это не приносит ну, плоды, которые они там рассчитывают. Может быть, даже это бьет как бумерангом отчасти по ним. А потом они тут же ходят, карта молитва, ну чуть ли не отмаливаются, да, и чуть ли не взывают к Богу, за что мне это, да. Тут из той серии сейчас согрешим, да, через 20 минут там пойдем отмолимся. Ну вот такой типаж какой-то. Такой, как будто бы они привыкли там, может быть, ну, язвительно как-то вот какие-то такие замечания, колкости. Как будто бы постоянно, вот и для них это норма, такое общение. И тут же они будто бы, а мы чё, а мы ничего, мы вообще никому ничего плохого не делаем. Хотя на самом деле, вот если бы к ним так вот относились, как они вот на самом деле тут к другим, то они бы вообще, наверное, я уж не знаю, взвыли. Тут какая-то, отчасти я же говорю, как какая-то безнаказанность идет. Вот как привыкли уже так они. Не знаю. Так, а почему феечка? Это о чем это? Так, сейчас уточню. Опять-таки вас они восприняли скорее как инородное какое-то, хотел сказать, тело, извините. Ну вот, что-то инородное. Тут карта феечка, тут как будто бы, и тут у меня карта святая вода и радуга. Они вас не до конца как бы понимают. Уж явно вы там как будто не вошли в их команду. Может, вы и не планировали, и не хотели сближаться. Инаковость какая-то. Вот то ли не ко двору вы пришли, то ли вы не стали там частью этого токсичного коллектива какого-то, то ли вы не стали там, может быть, дифирамбы кому-то петь там. Ну, сами понимаете, тут
как будто бы, с другой стороны, не видят, что вы счастливы и без них. И в них вы не нуждаетесь. Это тоже могло их как-то, знаете, задеть, да, вот так вот как-то. В принципе, они как будто бы за вами наблюдают, видят ваши какие-то там... Карта радуга. Это, ну, тут стремление стать счастливой, реализация. Может быть, как будто бы они вас ощущают, как бы женщина радуется жизни, и это их задевает, честно вам скажу. При этом какого-то я не вижу с вашей стороны тут подобострастия, попыток заслужить их любовь, внимание, это их тоже подбешивает. Ну, тут какая-то группа лиц, девочки, ну, вам виднее. Так, собираем карты. Итак, смотрим, что именно эта группа лиц замышляла против вас. Угу. Первая карта, тут корабль, это как будто бы, как я вижу, все прекрасное, что-то новое. Вы этого ждали, вы были, ну, намерены, нацелены это получить, это впустить в свою жизнь. Может быть, рост, развитие, новые какие-то проекты, может даже риски какие-то. Вы как будто бы были готовы. Вот вы такая вот, как будто бы, ну вот вас такой, по крайней мере, как воспринимали. А тут идет карта страхи. Это страх карта. И тут карта неустойчивое положение. Женщина сидит на жердочке рядышком вороны. Ну, где-то олицетворение, это окружение ваше. Опять-таки, это же может быть группа лиц где-то. В любой момент эти вороны вспорхнут, улетят и приземлятся где-то, между собой докаркаются, договорятся. А вы больно можете шандарахнуться вниз. Смотрите, как я это вижу. Ну, у кого-то может так прям проиграться. Вы могли там или новое какое-то дело пытаться начать, хобби, может быть, даже поделились, какой-то новый проект. Может быть, это вообще на уровне даже рабочих взаимоотношения. Там, опять-таки, какой-то минимальный даже какой-то прорыв, перспектива. А вам могли тут палки в колеса пытаться вставить. Могли нагнать туману, страху, карта страхи и неустойчивое положение. Вот как будто бы даже вот там, где элементарно, даже в идеале, конечно, доброе слово скажи, поддержи, порадуйся за вас, да, и там скажи, молодец, да, продолжай, у тебя все получится, или ничего страшного, там все через там трудности проходили, это нормально, это неотъемлемая часть нашей жизни. Нет, вместо этого тут могли страхи раздуть, могли еще какие-то там приписать риски, примеры привести какие-то зверские, дабы вас вот это вот зачеркнуть желание вам тут идти, развиваться, добиваться чего-то. Как будто бы не хотели, чтобы вы, может быть, из какого-то как болота вылезли. Может быть, даже свой путь какой-то пошли искать. Может быть, даже если у вас что-то и получается, вот тут страхи вот эти, вот как будто бы и неустойчивое положение. Знаете, как обесценить даже ваши минимальные какие-то победы, минимальные там первые шажочки. Вот как будто бы страху нагнать, все, как будто зачеркнуть вот эти вот даже ваши, ну, опять-таки, какие-то вот шажочки, победы, вот так вот, как будто бы растереть, вот это вот, убрать у вас даже желание навсегда, может быть, стремиться к чему-то, может быть, из этого какого-то вот окружения вырваться. Опять-таки, где-то подчеркнуть ваше вот это неустойчивое положение, может даже подтолкнуть вас, чтобы вы шандарахнулись вниз, больно ударились и больше и не пытались. Вот это остальное, вот такое, как будто, ну тут основное, как будто, повторюсь, полностью стереть у вас ощущение того, что вы молодец, вы умничка, вы там к чему-то стремитесь. Тут не то, что там поощрять вас, тут вообще как будто бы вот желание, что именно люди против вас, вот, как будто бы минимизировать, стереть у вас ощущение того, что там и не пытайся. Зачем это, к чему, ну ты придумала, ну такое вот обесценивание, основное это обесценивание. Угу. Так, что еще замышляли против вас?
Ой, опять-таки, если у вас какие-то реальные уже, знаете, достижения, удача, да, вот карта рыба это удача, какой-то период, может быть там денежный, хороший период, там вы что-то приобрели, или, ну, идет прям классная полоса в вашей жизни, то вот что люди замышляли, или в принципе, как они ну, это все могли э, проявляться, когда тут карта князь, тут карта змея, это искушение, секс. Могли рассказывать, что ой, у вас там покровитель какой-нибудь, или какой-то у вас там мужчина, в принципе, есть, который там, ну как вам сказать, ну спонсор, не спонсор, спонсор нашей телепередачи. Нет, тут скорее там, ну у нее есть там опора, да, она сама по себе там чуть ли не ничто. Да, конечно, можно выделываться, да, из той серии, если тут есть мужчина, есть на кого опереться, или там он вкладывается в нее, конечно, можно там что-то пытаться, если там материально стабильно и есть на кого опереться. Все из этой серии. У кого-то вообще могли приписывать вам карта змея, это с одной стороны ваша подлость, да, а с другой стороны могли рассказывать, что вы тут в отношении мужчины его используете, да. Вот это вот могли рассказывать. У кого-то могли, опять-таки, приписывать вам какие-то тут романы, секс, какие-то интрижки. Вот это все из этой серии. И опять-таки, дабы как будто бы минимизировать ваши действительно какие-то заслуги, ваши достоинства, ваши даже попытки вот преодолеть вот собственные эти страхи и идти во что-то новое. Вот у меня прям такое ощущение, люди вот где-то вот, как это, застыли в своей как-то парадигме, да? Ладно, в своем каком-то болоте, да, свои у них установочки есть. И им очень не хочется, дабы вы там, может, вырвались из этого какого-то окружения или чего-то достигли. Вот как-то так вот вообще. Причем у вас свои какие-то планы, это вообще не связано с их планами. Ну, как будто бы, не-не-не, ты сиди в болоте, как ты посмела голову тут свою поднять или чего-то захотеть. Вот тут такое прям. Так, смотрим, где затянулась петля, да, в какой сфере у этих людей сейчас начался крах. Карта дьявола, ух ты, ё-моё, дьявол. Разбитое сердце, сплетни. Ну я не удивлюсь, если сейчас они какой-то там, как в серпентариуме, как в каком-то друг с другом, вот это, знаете, как это, уж не знаю, как шипят друг на друга и жалят один второго. В принципе, тут карта дьявола, и тут следующая карта как повешенный утопленник. Это вообще говорит о том, что состояние такое депрессивно-пессимистическое, причем по дьяволу, как будто сами стали жертвой собственных вот этих интриг, заговоров. И карта ограничения. Вполне возможно, они там, где находятся, вот тут у них эти ограничения, может быть, они вдруг в друге и как-то и нуждаются. Тут как будто бы люди друг друга могут как жалить. Я не знаю, как правильно сказать, вот это вот прям у меня перед глазами, как вот эти вот змеи, хотя ничего против змей не имею, но вот прям клубок этих змей. Причем это больше женщины. И у кого-то, ну, в какой сфере крах? Тут опять-таки, тут разбитое сердце и карта сплетни. Каждая из них могла пострадать от сплетен, которые одна про вторую тут же и рассказывает. Счастья особо я не вижу женского. При этом сами себе эти ограничения как выдумали, сами там и находятся. Может быть, какая-то зона типа комфорта, но она такая им хреново. Вот именно эмоциональное состояние, они как какой-то как в тюряге находятся. Не знаю, девочки, вот такое мне идет. Это, я даже не знаю, на какие-то сферы. Это не денежная, сразу скажу. Затянулась петля. Петля тут больше даже, это касается даже не роста развития. Тут в общем какое-то состояние такое, знаете, как будто бы они тут один во втором могут видеть каких-то,
какие-то постоянные провокации, манипуляции ждать. Тут недоверие друг к другу, тут как будто бы вот они находятся в вот этом вот окружении, и каждый один того подозревает, тот второго. Тут прям какие-то такие тут разборки могут быть, подставы по дьяволу. И при этом какая-то может быть зависимость. И они так уже привыкли. Им хреново от этого, но они так привыкли. Это из той серии, это ежик плакал, но продолжал есть кактус, да, или мышка плакала. Я не помню, это какой-то черный юмор, но тут то же самое. По идее, там вырвись ты отсюда, и там иди строй свою жизнь. Жизнь одна. Нет, они тут как будто бы в какой-то вот такой, я не знаю, как это сказать, дружной командой, и в команде продолжают, тут я даже не знаю, жить, существовать, вот как-то так, не знаю. Так, ну сплетни, понятно, друг про друга гадости говорят, разбитое сердце, опять-таки, эмоционально-чувственная сфера, тут провал у этих людей. Ну, понятно, если люди счастливы сами по себе, вряд ли они будут вообще вовлекаться во все эти интриги, ну ему нафиг не надо. Тут будешь радоваться жизни, а тут у них чего разбитое сердце. Ну, домашние у кого-то дела также не ладятся. У кого-то прям, ну, карта аисты, взаимоотношения с близкими, родными, с детками не ладятся. Опять-таки, то что остается, это сплетничать, да, своей яркой жизни нет, счастливой нет, поэтому почему не поговорить о вас, да? Ну да, вас они воспринимают как сильная женщина, женщина, которая может тут укротить и льва, то есть вам на самом деле, они, может быть, каждый сам по себе считает, что вам под силу очень многое. Другое дело, когда они вместе собираются, может, кости там вам моют или что-то такое вот, знаете, планируют, то думают, что да, ну ничего, когда нас много, то нам трудно противостоять, а сама по себе вы сильная. Ну да, они бы очень хотели, чтобы вы, допустим, как в паутину какую-то запутались и оставались в таком каком-то уязвимом положении. А я спрашиваю, вы запутались, а у вас карта защита, у вас железобетонная защита, вы научились уже, может, просчитывать все эти манипуляции, провокации, не поддаваться на это все. Вот как-то так. Тут интересная какая-то борьба у вас идет. Может, она даже и не в открытую. Скорее всего, даже не в открытую. Ой, вам тихо желают счастья, да, и прикладывают по возможности какие-то какие-то, может, усилия, да, минимальные. Ой. Так, давайте посмотрим последние карты. Ваша новая скорость, как быстро рванете вперед, когда помеха устранена. Так, что это такое у нас? Опять разбитое сердце, диссонанс, желание. Так, о чем это? Тут как будто бы за вами все равно не наблюдают, какая-то группа лиц, прям женщины. Вот тут конкретно какие-то. Вот. Тут все равно идет какой-то контроль за вами. То ли как нежелание, опять-таки, знаете, тут, ну, я не буду говорить, что тут ставки делают, получится у вас, не получится тут достичь желаемого. Но обсуждения идут. Я уже не знаю, у каждого свое. Кто-то там, может, проговорился, там новое какое-то дело открывает, да, там новая фирма. У кого-то там кто-то мечтал недвижимость приобрести. Тут что-то такое, допустим, как вот диссонанс. Вот может, на словах вам и сказали классно, да, молодец, да, и тут же обсудили, и тут же как будто бы пожелали, дабы это ваше желание, как-то денежная сфера, вот тут, дабы оно никуда не рванулось, не делалось, как будто бы не случилось.
Так, как быстро рванешь вперед, когда теперь помеха устранена. Я вам хочу сказать, ваше желание какое-то, а тут у меня карта гроб, но потом идет карта сделка. Мы там смотрели, в принципе, там даже, да, было такие какие-то у них пожелания были, дабы вообще ничего у вас там, о чем бы вы там не задумали, новое, прекрасное, дабы это не случилось. Тут у меня показано, как будто бы сразу ваше желание, то, чем вы там, заветное ваше, прям сразу не реализуется. Как бы сейчас не хотела вам там рассказывать, но потом в будущем все-таки карта сделка, как будто бы вы это получите, скорее всего, ваше желание. Но то ли вам придется как будто бы цену какую-то за это заплатить, ну не буду говорить тут пафосно, чем-то пожертвовать, может от чего-то отказаться, может быть от каких-то, знаете, вот план у вас есть стопроцентный, вот я так хочу, вот так получить это, да, а вы это получите, но может быть слегка измененном каком-то вот контексте, но по-другому как-то. Так, о чем эта сделка? Так, иллюзии. О чем это? Смотрите, у кого-то, если вы там, ну, я все озвучиваю, да, у кого-то, если вы мечтали о каком-то мужчине, тут карта Эрос все-таки, вполне возможно, к тому времени, когда уже, ну не знаю, еще какое-то время пройдет, да, вполне возможно, вы узнаете какие-то нюансы об этом мужчине, карта метла, сплетни. Может быть, ценность этого мужчины вот настолько для вас, ну я не знаю, снизится или не снизится, но какие-то иллюзии как будто бы уйдут, какие-то ожидания уйдут. При этом вы получите то, что вы хотите, но при этом, повторюсь, какая-то может быть вот именно ценность этого мужчины, ну, снизится настолько, что вы, может быть, сумеете где-то даже противостоять карта марионетка каким-то манипуляциям. Если сейчас, допустим, дать вам этого мужчину, как некрасиво сказала, да, но там желанный какой-то, и у вас эйфория, там, не знаю, гормоны, в голове там сумбур, он такой для вас самый-самый лучший, то вполне возможно вы даже пропустите какие-то эти, да, красные флаги. Он может будет себя как-то так вести, вы будете позволять ему так себя, ну, вести с вами. Это о том, что, ну, скажем так, вы будете сейчас в более уязвленном каком-то уязвимом состоянии. Через время вы уже тут какую-то информацию об этом мужчине узнаете, по-другому посмотрите на него, может успокоитесь. И тут карта Святая Вода, даже с этим мужчиной вы сможете выстроить более какие-то здоровые взаимоотношения. Поэтому то желание, которое вы сейчас не получаете, прямо сейчас, чего бы это ни касалось, в данном случае для вас это даже и лучше, потому что даже тут просто мне показали мужчину, у кого-то это не будет касаться мужчины, у кого-то это будет касаться карта княгиня. Это ваш рост, развитие, становление, в том числе материальное. Тут монетки, у кого-то материалка, у кого-то тут княгиня, видите, роскошно одета, тут в каком-то кресле, в замке в каком-то, корона на башке. Тоже такой подтекст тут, может быть, улучшение материального состояния, в принципе, стабильность. Но в любом случае, вот показана мне даже вот эта вот задержка сейчас с исполнением ваших желаний, по большому счету это сыграет вам на руку. Почему? Потому что сейчас вы как-то смотрите на это иллюзия, иллюзорно. Может быть, даже в полной мере вы сейчас не сможете, даже если вам богатство на вас какое-то обрушится, да, несметное, может, сейчас вы его протрынкаете, ну я утрирую, да, ну как-то оно у вас разойдется. А вот к тому времени, когда вот вы получите желаемое, то вполне возможно вы вложите его дальше. И может быть там
приумножите, и вы уже конкретно будете готовы. И вы оцените вот, в должной мере вот это вот желание, оно будет действительно и желанно, и на тот момент вы 100% этого, ну не знаю, там, получите удовольствие, выгоду. Тут это будет экологично, как будто бы для вас. И для вас это будет классно, вовремя. Вот мне так идет, девочки. Хотя сейчас, может, вы так и воспринимаете это, почему я уже готова, я давно чего-то жду, да когда ж в конце концов. Вот тут вам говорят, даже если вот ваше желание, оно будет, у кого-то это будет даже оно как видоизменено, трансформировано. Но вам говорят это так, как будто бы вот, да, так задумано. На тот момент вам именно вот так надо, чтобы оно пришло. Может быть, даже там через время именно то желание, которое сейчас вы задумываете, да, а вот там через время, я имею в виду, может даже через полгода, оно уже будет не настолько актуально, и вам будет уже хотеться немного другого чего-то. Вот просто тут такой намек вам, что именно вот в таком виде, в котором сейчас вы чего-то хотите, нет, вы его сейчас не получите. Ну, так говорят. А получите дальше, видоизмененное. И тогда оно уже будет как будто бы даже более ценно для вас. И более как в тему вам оно. Ну, вот так вот, девочки. Все, такой сегодня расклад. Трудный был для меня этот расклад. Надеюсь, он будет полезен для вас. Все, мои хорошие. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.